Глава 1641. Эссенция истинного Кирина. Кто ты? Как ты можешь управлять пещерным духом? Изо рта Кирина раздался женский голос. Несмотря на то, что голос был полон ярости, он все равно был приятен для ушей. Это был голос Сюань-Сянь. Перед этим она вошла в пещеру истинного духа, но прежде, чем она смогла найти то, что хотела, внезапно появился человек в серебряной броне. Сразу после этого пещерный дух, который должен был находиться в глубоком сне, внезапно трансформировался и проглотил ее целиком. Если бы не тот факт, что она заранее тщательно подготовилась и немедленно приняла подготовленную заранее специальную таблетку, а затем позволила лазурному Кирину владеть ею и превратить ее в эту массивную проекцию, она, скорее всего, бы был поглощен пещерным духом. Я не знаю, кто вы такие, все, что я хочу знать, это где находится эссенция истинного Кирина в пещере истинного духа. Холодным голосом сказал человек в серебряной броне. Хе-хе, ты не знаешь, кто я. Ты думаешь, я поверю в это, даже если ты прошел весь путь сюда, в эту пещеру истинного духа? Гигантское лицо холодно хмыкнуло, и его голос был слегка приглушенным и невнятным, но все же было довольно мучительно слушать. Небольшая часть его тела, которая взорвалась, мгновенно зажила во вспышке черного света, как если бы повреждения, которые она получила ранее, были совершенно несущественными. Услышав это, и человек в серебряной броне, и лазурный Кирин изменились в лице. Проекция Кирин повернулась к человеку в серебряной броне и резко вздохнула. Что? Значит, ты тоже. В самом деле, кроме таких существ, как мы, никто больше не знает об этой пещере истинных духов. Не сравнивай меня с мусором вроде тебя. Тебе не удалось овладеть даже слабым маленьким кристаллическим существом, тогда как я полностью владею этим серебряным змеем, усмехнулся человек в серебряной броне, насмешливо закатывая глаза. Намек ярости промелькнул в глазах проекции Кирина от его слов, но она парировала совершенно спокойным голосом. Успешное овладение или нет полностью зависит от удачи. В то время каждый из нас был тысячной частью духовного чутья Кирина, так что между нами нет разницы. Не думаю, что это плохо, что я сосуществую вместе со своим хозяином. Как только эта кристаллическая женщина сможет вознестись в более высокие миры, я также смогу восстановить свое тело истинного Кирина и все мои силы. Ты думаешь, она может вознестись? Что за шутка? Простое кристаллическое существо мечтает о вознесении. Человек в серебряной броне насмешливо усмехнулся. А разве это невозможно? Пока можно получить эссенцию истинного Кирина в пещере истинных духов, всегда есть шанс, что она сможет подняться в мир истинных бессмертных, даже если они всего лишь доска или дерево, спокойно возразил лазурный Кирин. Человек в серебряной броне не опроверг слов Кирина, но его глаза все еще были полны презрения. Отдавать кристаллическому существу эссенцию истинного Кирина такого ранга — пустая трата времени. Напротив, у меня есть тело серебряного змея. Если я поглощу эссенцию, я обязательно эволюционирую и обрету тело истинного дракона в будущем. Ты говоришь это, чтобы я отдала тебе эссенцию истинного Кирина. Когда-то мы были частью одного существа, но спустя столько лет мы уже разошлись. Кроме того, даже если я готова поддержать тебя, эта штука не позволит тебе идти своим путем. Когда мы были в пещере истинных духов, она намеревалась поглотить нас обоих. Выражение лица Кирина стало мрачным, но она с холодной улыбкой посмотрела на массивного монстра внизу. Человек в серебряной броне мог сказать, что лазурный Кирин просто пытался спровоцировать и его, и массивное лицо, находящееся внизу, но он все же повернулся к гигантскому монстру и сказал холодным голосом: «Мне все равно, как тебе удалось овладеть пещерным духом и какие у тебя намерения, просто отдай мне эссенцию истинного Кирина, и я немедленно уйду. В противном случае ты пожалеешь об этом. Если ты хочешь получить эссенцию истинного Кирина, тебе просто нужно войти в мой живот и стать единым целым со мной, и тогда ты сможешь получить это», — хихикнуло гигантское лицо в ответ. «Что? Ты уже съел это?» «Подожди, нет, только настоящие существа с физическими телами могут поглощать истинную духовную эссенцию. Как тебе удалось добиться этого с телом пещерного духа?»
Человека в серебряной броне это не убедило. Массивное лицо на мгновение замолчало, а затем сказала мрачным голосом: «Кто сказал, что я владею телом пещерного духа? Вы двое действительно думаете, что вы первые существа, пришедшие в это место? Что ты имеешь в виду?» Лазурный свет вокруг тела проекции Кирин озарился недоумением. «Я уже поглотил 3 или 4 существ, подобных вам, и если я сожру вас обоих с таким большим количеством истинной духовной крови, я скоро смогу обрести истинное духовное тело. Разумеется, эссенция истинного Кирина уже внутри моего тела. Хватит болтовни. Если хочешь узнать больше, просто позволь мне проглотить меня, и ты узнаешь все, став частью меня». Гигантское чудовище, казалось, не желало больше говорить по этому поводу, и вокруг его тела вспыхнул черный свет, и с раскатом грома вырвалось 2 дуги черных молний. Издалека казалось, что 2 огромных черных копья вот-вот пробьют проекцию Кирина и тело человека в серебряной броне. Услышав слова чудовищного лица, лицо человека в серебряных доспехах значительно потемнело, а его ярость еще больше усилилась от атаки монстра. Таким образом, он также закончил пустой разговор, и, качнувшись, его тело внезапно превратился в 3 идентичных существ. Один из них поднял руку и выпустил вперед серебряный летающий меч, превратившись в полоску серебряного меча Ци, длина которой превышала 100 футов, мгновенно сразив приближающуюся дугу молнии. Тем временем проекция лазурного Кирина открыла свой огромный рот, и его голова внезапно увеличилась в несколько раз. После этого она просто проглотила черную молнию, которая неслась к нему. Глаза человека в серебряной броне вспыхнули при виде этого, и он внезапно сказал: «Итак, ты уже овладела техникой великого поглощения. Учитывая это, ты достойна объединить со мной силы. Давай вместе убьем это существо и поровну разделим эссенцию истинного Кирина между собой». Истинная духовная эссенция не может быть полностью усвоена этим существом, даже если оно поглотило ее. Лазурный Кирин на мгновение задумался над этим предложением, а затем немедленно согласится: «Хорошо, по рукам». В настоящее время это была комбинация сюань-сянь и клочка духовного чутья истинного духовного Кирина, но она все еще была наполнена тоской по эссенции истинного Кирина. Хотя она довольно настороженно относилась к человеку в серебряной броне, у нее не было другого выбора, кроме как объединиться с ним, чтобы победить их общего врага. Таким образом, проекция Кирина вспыхнула лазурным светом и снова увеличилась в размерах до более чем 1000 футов, высвободив в небо удивительную ауру. 3 аватара мужчины в серебряных доспехах при виде этого качнулись в унисон, и над одним из них вспыхнул серебряный свет, раскрывая массивный меч длиной более 100 футов. Другой аватар сделал печать заклинания руками, и вокруг его тела внезапно возникли шары багрового пламени. Между тем, тело последнего аватара расплылось, превратившись в серебряного змея. Перед лицом такого странного противника и Сюань-сянь, и существо в серебряных доспехах восприняли ситуацию очень серьезно. В этот момент чудовище внизу внезапно захихикало. «Вы осмелились попытаться сразиться со мной? Хорошо. Мне не придется преследовать вас, если вы не решите сбежать. Однако, прежде чем позаботиться о вас двоих, я должен разобраться с другими нежданными гостями». Не успел он сказать это, как грянул раскат грома, и из его тела внезапно возникла дюжина самых толстых черных молний. Еще до того, как дуги молнии поразили свою цель, огромная волна духовного давления прокатилась вниз в виде жестоких ветров. С того направления, куда метнулись черные молниеносные щупальца, внезапно мелькнула серебряная тень, вслед за чем из воздуха появилась стройная человекоподобная фигура, которая немедленно попыталась убежать с места происшествия в виде полоски серебряного света. Однако прямо в этот момент раздался громкий раскат грома, заставив все пространства поблизости содрогнуться. Около дюжины толстых дуг молнии сошлись воедино, формируя массивный черный меч, длина которого превышала 1000 футов. Полоска серебряного света замедлилась из-за раскатов грома и была уничтожена гигантским мечом, не успев даже пискнуть. Эта человекоподобная фигура, естественно, была высокоранговым дьявольским зверей, Цзюе, которая преследовала Захань Ли на всем пути сюда, используя свои способности к скрытности. Эта женщина обладала уровнем культивации на средней стадии пространственного закаливания, но она не смогла оказать никакого сопротивления перед лицом этого массивного черного меча.
И человек в серебряной броне, и лазурный Кирин были совершенно ошеломлены мощью гигантского меча, и на их лицах появилось мрачное выражение. Однако после убийства этой серебряной человекоподобной фигуры меч вернулся не сразу. Вместо этого он полетел к земле поблизости в виде массивной полоски черного света. И человек в серебряных доспехах, и лазурный Кирин, естественно, замялись при виде этого. Полоска черного света опустилась с разрушительной мощью, угрожая разрубить землю пополам. Внезапно из-под земли раздался резкий звенящий звук, после чего вспыхнул лазурный свет, и оттуда появилось 72 маленьких лазурных мечей. Эти летающие мечи были всего несколько дюймов в длину каждый, но они внезапно сошлись, образуя массивный лазурный меч длиной в несколько десятков футов. В то же время грянул раскат грома, и вспыхнула ослепительная золотая молния, яростно поразив гигантский черный меч. Черные и золотые дуги света с оглушительным грохотом переплелись друг с другом, после чего два гигантских меча застряли в тупике. Гигантский черный меч был удивительно массивным, но лазурный меч под ним выглядел чрезвычайно разрушительным, а золотая молния, извергавшаяся из него, также была невероятно мощной, что позволило ему выстоять во время этого столкновения. В глазах монстра мелькнуло удивление, но он тут же захрипел, выпустив черный свет из его тела. Затем вокруг него поднялось несколько десятков дуг черных молний, словно они тоже собирались взорваться в любой момент. Однако прямо в этот момент из земли под лазурным мечом вырвалась полоска лазурного света. Почти в тот же самый момент гигантский черный меч внезапно загорелся, и появилась другая полоска черного меча Ци, словно это была тень черного меча. Во вспышке яркого света появился меч Ци и свирепо обрушился вниз на полоску лазурного света. Раздался металлический лязг, и лазурный свет погас, открыв странный кристаллический световой барьер. Полоска меча Ци ударилась в световой барьер, но была отражена в сторону. Тем временем внутри светового барьера стояла человекоподобная фигура, заложив руки за спину. Это был никто иной, как Ханли, похороненный под могилой из гигантских камней. Он бросил взгляд на гигантское лицо, а затем на человека в серебряной броне и проекцию Кирина и махнул рукой в воздухе. Из земли поблизости мгновенно вырвался золотой цветок размером с кулак, а затем во вспышке полетел к нему. Глава 1642. Дьявольская мощь духовных семян. Это был никто иной, как золотой прожорливый жук, которого Ханли использовал для отслеживания. Жук покачнулся и исчез в рукаве Ханли, и к нему также вернулась нить духовного чутья, которую он вложил в него. Таким образом, он мгновенно получил всю визуальную и слуховую информацию, которую собрал золотой прожорливый жук, и резко изменился лице. После того, как Ханли с легкостью выдержал атаку гигантского лица, последний не стал сразу начинать новую атаку. Вместо этого он оценивал Ханли с мрачным выражением лица, по-видимому, довольно настороженно относясь к нему. Через некоторое время массивное лицо спросило мрачным голосом: «Аура этой дьявольской обезьяны исчезла. Неужели ты убил ее?» «А, твои сенсорные способности очень сильны». «В самом деле, дьявольская обезьяна не так давно ушла в мир иной», — медленным голосом ответил Ханли. «Хм, ты счастливый маленький сопляк. Я заманил дьявольскую обезьяну в это место, чтобы она осталась здесь и оправилась от ран, и, когда она обрела истинное духовное тело, я собирался съесть ее как лекарство. Только бы идиот подумал, что чистая и обильная дьявольская ци здесь была естественным явлением», — холодно хмыкнуло чудовищное лицо. От его слов Ханли изменился в лице, но затем оно быстро вернулось к нормальному, и он сказал: «Ясно. Неудивительно, что дьявольская ци здесь довольно плотная. Я думал, что дьявольской обезьяне было бы довольно сложно собрать столько дьявольской ци с ее серьезными травмами. Значит, это ты стоял за всем этим. Теперь мне действительно любопытно, что ты за существо. Неужели ты дух неба и земли?» «Какой дух неба и земли?» Это существо должно быть идиотским существом без духовной природы, которое было рождено только из истинной духовной сущности внутри него, и оно достигло этого уровня интеллекта только после того, как было одержимо чем-то другим. «Брат Хань, будь осторожен, не покупайся на его слова», — внезапно сказал лазурный Кирин.
Услышав приятный женский голос, которым только что заговорила проекция Кирин, Хань Ли слегка изменился в лице и спросил: «Ты все еще фея Сюань прямо сейчас, верно?» «Конечно, старший. Мое текущее состояние довольно странное, так как в моем теле есть два разных духовных чутья, но мое сознание контролирует эту проекцию Кирина», честно вздохнул лазурный Кирин. «Значит, ты заманила меня, чтобы заполучить в свои руки эту так называемую эссенцию истинного Кирина, верно? Ты все время лгала, когда говорила, что можешь использовать дьявольское ядро демонического зверя ранга святого, чтобы подчинить дьявольскую броню». Хань Ли совершенно бесстрастно повернулся к лазурному Кирин. «Конечно, нет. Дьявольское ядро ранга святого очень необходимо для ремонта небесной дьявольской брони. Что касается эссенции истинного Кирина, я признаю, что я действительно использовал вас для достижения своей цели, но это бы не причинило вам прямого вреда. Вдобавок, вы смогли убить дьявольскую обезьяну ранга святого, поэтому должно быть правда, что она действительно была серьезно ранена», возразила Сюань Сянь жалобным голосом. «Ты права, твой план никоим образом не повредил мне, но похоже, что у тебя дела идут не так гладко». На лице Хань Ли появилось своеобразное выражение, глядя на три аватара человека в серебряной броне, а затем на чудовищное лицо. «В самом деле, я не думала, что все так обернется. Однако, если мы сможем убить пещерного духа внизу, мы все равно сможем получить эссенцию истинного Кирина. Эссенция — это проявление нити эссенции истинного духовного Кирина, сила, которую он получил при рождении. Любое существо, получившее ее, может трансформировать свое тело и получить от нее невероятную пользу. Не принимая во внимание другие вопросы, если бы вы получили хотя бы небольшую часть этой эссенции, вы определенно смогли бы перейти к стадии интеграции тела в будущем, брат Хань. Сюань Сянь не стала ходить вокруг да около и сразу же раскрыла цель этой поездки. В нынешней ситуации для нее было нереально думать, что она сможет забрать эссенцию истинного Кирина себе. Она была самой слабой среди всех присутствующих существ, поэтому для нее было хорошей идеей привлечь на свою сторону Хань Ли в качестве могущественного союзника. «Что ты хочешь сказать? Ты что, хочешь разделить эссенцию истинного Кирина с этим человеком? Если так, то тебе придется разделить с ним свою половину. Я не собираюсь делить свою ни с кем», холодным голосом сказал мужчина в серебряных доспехах. «Это вообще не проблема. Брат Хань, я хочу заключить с вами еще одну сделку. Помогите мне убить этого пещерного духа, и я дам вам струйку эссенции истинного Кирина. Внутри вашего тела нет духовного чутья истинного Кирина, поэтому достаточно всего лишь небольшого количества эссенции. Поглощение слишком большого количества вместо этого нанесет вам вред. Кроме того, есть специальный метод, необходимый для усовершенствования этой эссенции, и я расскажу его вам», заговорила Сюань Сянь. Услышав это, глаза Хан Ли слегка сузились. Перспектива достижения стадии интеграции тела была, естественно, весьма заманчивой, но он впервые услышал об этой эссенции истинного Кирина, поэтому, естественно, был довольно скептически настроен. Однако, прежде чем Хань Ли смог принять решение, гигант внизу лицом вниз внезапно захихикал. «Вы действительно думаете, что у вас все еще есть шанс разделить эссенцию истинного Кирина между собой? Ваше время вышло. Что с вашими телами?» Сюань Сянь и человек в серебряных доспехах были весьма удивлены его словами и, естественно, решили осмотреть себя своим духовным чутьем. Почти в один и тот же момент два человекоподобных аватара человека в серебряной броне испустили крики агонии, и из их кожи вырвались бесчисленные черные нити. Затем черные нити разорвали их тело на бесчисленные кусочки и два гигантских объекта, и на их месте появилось два морских ежа. Два шара зеленого пламени, которые были волей аватаров, также были проколоты черными нитями и были поглощены вспышками черного света, не успев сбежать. Серебряный змей, который был истинным телом человека в серебряной броне, избежал этой участи. Однако те же черные нити покрыли всю его мерцающую серебряную чешую, и он, издав низкий рев, тяжело рухнул на землю внизу. Лазурная проекция Кирина также была проколота бесчисленными черными нитями и уменьшилась до размеров примерно 10 футов. Вспыхнув последний раз, она вернулась к исходной форме Сюань-Сиань.
В этот момент все ее тело было окутано шаром яркого лазурного света, который вел тяжелую борьбу за превосходство против бесчисленных черных нитей, выходящих из ее тела. Она не упала с неба, но ее тело бесконтрольно дрожало, а лицо исказилось от сильной боли, которая, казалось, также полностью обездвижила ее. При виде этого лицо Хань Ли дрогнуло. «Невозможно. Когда ты сделал это с нами?» Сюань Сянь испустила крик шока и ярости, пытаясь удержать свое тело вместе. «Когда?» «Конечно, когда вы двое вошли в мое тело. Иначе как еще, по-вашему, я убил всех других существ, пришедших за эссенцией истинного Кирина? Как только вы вошли в мое тело, подсадить вам духовные семена — простая задача. Даже если вы двое не умрете, то теперь вы не отличаетесь от деревянных марионеток». Как только его голос затих, на гигантском лице появилось зловещее выражение. Внезапно по всему его телу разразился раскат грома, и дуги черной молнии превратились в бесчисленные черные мечи с разрушительной силой, устремившиеся к Хань Ли. Пока черные мечи летели по воздуху, они внезапно рассеялись, вращаясь, как ветреные мельницы. В то же время с раскатом грома вырвались дуги черных молний, соединившись друг с другом, образуя массивную черную сеть, которая в мгновение ока охватила площадь около акра. Гигантская сеть немедленно обрушилась на Хань Ли со всех сторон, не оставив ему возможности спастись. «Это формация мечей», — пробормотал Хань Ли, и на его лице появилось странное выражение. Чудовищное лицо начало распевать череду странных заклинаний, и с раскатами грома вспыхнули дуги черной молнии. Вся сеть молний начала сходиться к центру, подгоняемая сотнями черных мечей молний. Своеобразное выражение лица Хань Ли исчезло во вспышке, и он сделал хватательное движение в определенном направлении. Сразу после этого гигантский лазурный меч качнулся и исчез на месте. В следующее мгновение перед Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и снова появился массивный лазурный меч. Он ткнул пальцем в меч, и тот со звоном снова превратился в 72 маленьких лазурных меча, вращаясь вокруг его тела. Хань Ли сделал печать заклинания, и летающие мечи задрожали, быстро разделившись на несколько сотен мечей. Внезапно появились сотни идентичных полос меча Ци, и из них вырвался яркий лазурный свет, превратившийся в гигантский лазурный цветок лотоса, окутавший все тело Хань Ли. Лепестки цветка лотоса вращались, и полосы Ци лазурного меча устремились вверх во всех направлениях, как обратный проливной ливень. С чередой приглушенных ударов черная сеть молнии была разорвана полосками лазурного меча Ци, как будто это была структура из папье-маше. Однако прежде, чем на лице Хань Ли появилась улыбка, раздался громкий раскат грома, и расколотые дуги черной молнии снова сошлись, образуя идентичную черную сеть, которая продолжала приближаться к Хань Ли. При виде этого Хань Ли изменился в лице. В то же время чудовищное лицо издало зловещее кудахтанье, а его массивное тело искривилось, и во вспышке черного цвета у него выросли 4 толстые конечности. В то же время его дородное и раздутое тело стало сильным и мускулистым, превратившись в мерцающего черного Кирина. Кирин был высотой в несколько тысяч футов, и издалека казалось, что это огромная черная гора, которая была даже больше, чем ее первоначальная форма. Массивное чудовищное лицо располагалось прямо на лбу Кирина, создавая довольно тревожное зрелище. Завершив трансформацию, черный Кирин поднял одну из своих передних конечностей и направился к Хань Ли. Внезапно на высоте более 100 футов над Хань Ли вспыхнули сильные пространственные колебания, и во вспышке черного света из воздуха появилась гигантская угольно-черная лапа. Прежде чем она успела настичь на Хань Ли, на него первым обрушился взрыв огромной невидимой силы. Хань Ли почувствовал, как окружающее пространство сжимается вокруг него, словно массивная стальная шкатулка сомкнулась вокруг его тела, пытаясь полностью обездвижить его. Сверху спускалась массивная черная лапа, и в то же время сеть черных молний была на нем. В этой ужасной ситуации Хань Ли оставался совершенно спокойным. Он просто сделал глубокий вдох, из его тела вырвался мерцающий золотой свет, окутав его тело бесчисленными золотыми чешуйками, а также парами мерцающих золотых рук. С чередой громких ударов Хань Ли использовал свою огромную силу, чтобы разбить невидимые оковы вокруг себя.
Глава 1643. Мириады проявлений. Сразу после этого одна из рук Хань Ли стала угольно-черного цвета, и он внезапно сделал хватательное движение. В воздухе появилась массивная серая рука размером около 10 футов, вокруг 5 пальцев которой мерцал серый свет. В следующее мгновение серая рука столкнулась с приближающейся черной лапой. Несмотря на огромную разницу в размерах, большая серая рука смогла сдержать черную лапу после столкновения. Черный и серый свет переплетались друг с другом, непрерывно грохоча, и вокруг них также непрерывно распространялась странная ударная волна. В то же время гигантский лазурный цветок лотоса стал вращаться вокруг Хань Ли быстрее, и с раскатами грома на его поверхности появились бесчисленные дуги золотых молний. В мгновение эка за пределами лазурного лотоса появился цветок лотоса с золотой молнией. Лепестки золотого цветка вспыхнули, и слой мерцающих золотых дуг молний разнесся во все стороны, с оглушительным громом врезаясь в сходящиеся черные дуги молний. Как только молнии двух типов соприкоснулись друг с другом, они переплелись, словно каждый из них столкнулся со своим смертельным врагом. Бесчисленные электрические искры вспыхнули посреди черного и золотого света, а затем взорвались одна за другой, и обе разрушительные атаки чудовищного лица были сдержаны Хань Ли. Гигантское лицо дрогнуло при виде этого, но тут же холодно фыркнуло, а в его глазах мелькнул морозный свет. Сразу после этого он открыл свой пещеристый рот, и изнутри вырвались порывы черного ветра, образуя черную дыру площадью около акра, которая появилась перед черным Кирином. Черный свет быстро закружился в дыре, и казалось, что он угрожает поглотить все в этом мире. Сюань-Сянь все еще была полностью обездвижена, но когда она увидела это, на ее лице появилось паническое выражение, и она поспешно закричала: «Это техника великого поглощения». Когда она была в своей лазурной форме Кирина, она также стала жертвой той же способности, но версия, выпущенная этим черным Кирином, теперь была гораздо более мощной, чем то, что она испытала. Хань Ли также был весьма поражен этой атакой, и, услышав слова предупреждения Сюань-Сянь, он немедленно перевернул руку, создав миниатюрную черную гору размером в несколько дюймов, а затем бросил ее в воздух. Покинув руку, гора качнулась и, резко увеличившись в размерах, достигла более 10 тысяч футов в высоту всего за несколько мгновений. В этот момент он был сопоставим по размеру с черным Кирином впереди, и большая часть всего неба была закрыта гигантской черной горной вершиной. Он планировал использовать эту разрушительно мощную гору, чтобы сокрушить черную дыру вместе со всем телом черного Кирина. Однако внезапно Хань Ли изменился в лице. Из массивной черной дыры вырвалось огромное пространство черного света. Ударив по горе эссенции божественного света, черный свет трансформировался в несколько черных рун, каждая размером около 10 футов, и все они мгновенно исчезли в горе. Сразу после этого гора быстро уменьшилась до своего первоначального миниатюрного размера, а затем исчезла во вспышке черного света. В следующее мгновение сокровище появилось на краю черной дыры, и его с силой затянуло внутрь. Хань Ли был удивлен, обнаружив, что в этот момент его связь с горой эссенции божественного света стала чрезвычайно слабой, словно она была на грани полного разрыва. Он уже усовершенствовал эту гору до такой степени, что она фактически была продолжением его собственного тела, поэтому было невероятно, что его противник все еще мог насильно забрать ее у него. На лице Хань Ли тут же появилось мрачное выражение, и он начал что-то повторять, и на тыльной стороне его угольно-черной руки вспыхнул серебряный свет. Немедленно появилась миниатюрная проекция горы, и после вспышки серого света эта проекция приняла реальную форму, а черная гора снова появилась над его ладонью, как будто ее никогда не швыряло в воздух. Увидев это, изо рта чудовищного лица вырвался слабый крик удивления. Естественно, он не знал, что гора эссенции божественного света была закалена с помощью мантры закаливания сотен меридианов, поэтому Хань Ли не смог бы вернуть себе гору только в том случае, если бы ему отрубило руку. Однако, как только Хань Ли собирался раскрыть другую способность, техника великого поглощения, наконец, показала свою истинную мощь. После приступа тревожного кудахтания свет в окрестностях потускнел, и в сторону Хань Ли пронесся порыв гнилостных ветров, после чего он оказался в абсолютно угольно-черном пространстве. Черная молния и гигантская лапа внезапно исчезли, и сердце Хань Ли дрогнуло от осознания того, что совершенно не может высвободить свое духовное ощущение своего тела. В его глазах сразу же вспыхнул синий свет,
И он, поспешно осмотрев свое окружение, обнаружил, что даже после раскрытия своей способности глаз духовного прозрения он был в состоянии лишь едва уловить размытый проблеск области в радиусе 1000 футов. Однако все вокруг него было огромным пространством мрачной тьмы, и казалось, что он был втянут в неизведанное пространство. Несмотря на это, Хань Ли был уверен, что не сдвинулся ни на дюйм от своего первоначального места, что означало, что он, скорее всего, был проглочен в живот монстра. Эта техника великого поглощения действительно была чрезвычайно глубокой. У него даже не было возможности принять меры уклонения, прежде чем он стал его жертвой. Осознав это, под его ногами мгновенно зацвели лазурные и золотые цветы лотоса, образуя вокруг него два световых барьера. Кроме того, вокруг его тела появился кристаллический световой барьер, который стал самым внутренним слоем защиты. Он был свидетелем того, что только что произошло с Сюань-Сянь и человеком в серебряных доспехах, поэтому, естественно, действовал с особой осторожностью. Даже в этом случае Хань Ли определенно не собирался довольствоваться тем, что оказался здесь в ловушке. Таким образом, он быстро провел по воздуху 10 пальцами, выпустив полоски меча Ци. Однако все эти полоски меча Ци просто исчезли посреди глухих ударов после полета более чем на 1000 футов, словно упали в неизбежное болото. При виде этого выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он сделал печать заклинания, собрав вокруг себя все золотые дуги молнии. Сразу после этого грянул раскат грома, и золотой молниеносный змей длиной более 100 футов принял форму, а затем мгновенно бросился вперед. С раскатом грома золотой змей врезался в какое-то препятствие на расстоянии более 1000 футов, и его золотой ореол взорвался, как сверхновая звезда, посылая волны золотых молний, расходящиеся во всех направлениях. Все пространство сильно задрожало, словно вот-вот рухнет в следующее мгновение, но внезапно раздался резкий крик, и перед волнами золотого света появилась еще одна черная дыра размером более 100 футов. Черный свет закрутился внутри черной дыры, и весь золотой свет исчез в ней вместе с ударными волнами, возникшими в результате взрыва. Сразу после этого черная дыра искривилась, превратившись в человека в черном с белой маской на лице. Хань Ли приподнял бровь и прищурился, увидев этого человека. «Тебе не сбежать отсюда. Двое других смогли сбежать, как я и предполагал, но ты останешься здесь», — приглушенно сказал мужчина в черном. Его голос был идентичен голосу чудовищного лица. «Правда. Я так не думаю». В глазах Хань Ли промелькнуло странное выражение, и он холодно фыркнул. Его фырканье звучало вполне обычно, но фигура в черной мантии резко вздрогнула на расстоянии более 1000 футов и упала с неба, как мертвое бревно. Хань Ли применил свою способность шипа духовного оглушения, и человек в черной мантии был застигнут врасплох. Сразу после этого сзади Хань Ли раздался раскат грома, после чего на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Он нежно взмахнул крыльями и внезапно исчез на месте. В следующее мгновение рядом с падающим мужчиной в черной мантии вспыхнула дуга лазурной и белой молнии, после чего, словно из ниоткуда, появился Хань Ли. Затем в его руке беззвучно появился лазурный длинный меч, и он рассек им по воздуху, разрубив человека в черной мантии и его маску пополам. После этого Хань Ли немедленно потер руки вместе и одновременно поднял их, послав по воздуху дуги золотых молний. Две половины тела мужчины в черном с раскатами грома превратились в шары черной ци, и казалось, что он будет полностью уничтожен в следующее мгновение. При виде этого Хань Ли почувствовал облегчение, и, наконец, на его лице появился намек на улыбку. Однако в следующее мгновение его улыбка стала жесткой, когда он обнаружил, что черная ци в золотой молнии внезапно покинула место происшествия в виде серии черных змей. Его божественная дьявольская молния действительно была чрезвычайно мощной, но ей все же удалось срезать только большую часть этих черных змей, тем самым позволив небольшой части из них сбежать. После этого все эти черные змеи превратились в невысокие человекоподобные фигуры. Все эти фигуры были идентичны одетому в черное мужчине, за исключением того, что каждая была всего около фута в высоту, но их было более сотни. Эти фигуры в черных мантиях расплылись, как призрак, и в следующее мгновение Хань Ли оказался в окружении этих карликов в черных одеждах. Холодный свет одновременно промелькнул в глазах этих фигур в черных одеждах, и все они одновременно подняли руки, выпустив столбы черного света прямо в Хань Ли.
Тем не менее, столб черного света исчез, как замки из песка во время прилива, после контакта с барьером серого света вокруг тела Хань Ли. Карлики в черных мантиях были ошеломлены этим развитием событий, в то время как на лице Хань Ли появилась холодная улыбка. Его эссенция божественного света была проклятием для всех сил 5 элементов, а эти столбы черного света были наполнены чрезвычайно чистой духовной силой элемента воды, тем самым сделав его эссенцию божественного света отравой для их существования. В этот момент Хань Ли внезапно топнул ногой по своему лазурному цветку лотоса, и оттуда вырвались бесчисленные полоски лазурного света. Все карлики в черных мантиях вокруг были бесчисленное количество раз пронизаны этими полосками света, тем самым снова превратившись в облака черной ци. Кубку, сдавайся, маленький засранец. Здесь, в моем теле, моя душа бессмертна. Ты только наживаешь себе врагов, уничтожая наше тело. Из темноты раздался приступ неприятного кудахтания. Конечно же, облака черной ци снова вспыхнули, образовав еще несколько сотен существ в черных одеждах, но в этом случае они были всего около нескольких дюймов в высоту каждая. Веки Хань Ли дернулись, увидев это, после чего в его глазах вспыхнул холодный свет. Затем он перевернул руку, достав золотой сегмент клинка. Это было то самое неполное высшее небесное сокровище, которое он только что получил. Он не знал, что задуло чудовищное лицо, заперев его здесь, но он определенно не собирался позволить ему добиваться своего. Использование этого сегмента клинка, скорее всего, потребовало бы огромного количества его магической силы, а также силы его проекции, но не было никакого способа, чтобы его противник был в состоянии противостоять силе законов мироздания. Он собирался убить этого монстра одним ударом, чтобы положить конец этой битве. Глава 1644. Зверь Син. Однако, как только сегмент клинка начал мигать золотым светом, из его рукава внезапно раздался громкий крик, наполненный возбуждением и нетерпением. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся, и на его лице появилось странное выражение, и он тут же взмахнул рукавом. Раздался странный крик, и из его рукава вылетел черный браслет, а оттуда вырвалась полоса черного света. Затем черный свет погас, и перед Хань Ли появилась маленькая черная обезьяна. Это был никто иной, как зверь плачущей души. Однако зверь плачущей души явно сильно отличался от того, каким он был в тот момент. Прежде чем Хань Ли даже дал ему какие-либо инструкции, используя свое духовное чутье, зверь издал громовой рев, и вокруг его тела закрутился черный свет, и оно резко увеличилось, превратившись в огромную черную обезьяну высотой более 300 футов. Глаза плачущего душевного зверя приобрели багровый цвет, и он забил своими массивными кулаками себе по груди, обнажив свои острые клыки. В то же время из его головы вырос странный рог, и он превратился в массивное трехглазое призрачное существо. На его спине также появилось 3 черных костяных шипа, на которые было очень страшно смотреть. Зверь Син. В темноте внезапно раздался резкий крик ужаса, и все миниатюрные фигурки в черных одеждах мгновенно рассеялись в облака черной ци. Глядя на этот неожиданный поворот событий, глаза Хань Ли расширились от удивления, и он также был сбит с толку. В этот момент гигантское призрачное существо, которое было зверем плачущей души, казалось, потеряло всякое подобие здравомыслия. Испустив громовой рев ярости, из его третьего демонического глаза вспыхнул духовный свет, после чего вспышка багрового света пронзила тьму впереди. Раздался странный звук, и Хань Ли испугался того, что случилось потом. В нескольких сотнях футов от него, прямо на пути столба багрового света, который мгновенно превратился в алую цепь, появилось что-то странное. Цепь туго обвелась вокруг только что появившегося объекта, и с раскатом грома из цепи вырвались дуги алых молний. Вой боли немедленно раздался с конца цепи, и посреди багровых вспышек появился шар черной ци радиусом в несколько десятков футов. Багровая цепь сразу же очень возбудилась и мгновенно намоталась еще на несколько петель вокруг облака черной ци, как если бы она захватила редкий деликатес. С раскатом грома черная ци непрерывно завыла, по-видимому, чрезвычайно пугая дуги алых молний. Всего за несколько вдохов он принял дюжину или около того различных форм, изо всех сил стараясь сбежать.
Человек в черном и черный кирин были среди форм, которые принял шар черной ци. Однако все его усилия были совершенно напрасными, так как каждая принятая им форма была разбита дугами багровой молнии, тем самым снова и снова превращая ее в облако черной ци. Более того, багровые цепи плотно прилегали к шару черной ци, не позволяя ему ускользнуть. Таким образом, черной ци не оставалось ничего другого, кроме как биться изо всех сил, завывая от агонии и ярости. Именно в этот момент зверь плачущей души снова начал действовать. Он внезапно сделал хватательное движение за спиной одной из своих огромных пушистых рук, и один из 3 черных костяных шипов на его спине внезапно исчез без всякого предупреждения. В следующее мгновение из руки зверя плачущей души вспыхнул черный свет, и в его руке появился костяной шип. Затем он начал петь заклинание, которое Хань Ли никогда раньше не слышал, и над костяным шипом внезапно появились ряды мерцающего золотого текста, создавая довольно мистическое зрелище. Затем костяной шип начал мягко дрожать, издавая жужжащий звук и постепенно расширяться. В то же время с кончика шипа хлынули золотые волны, и вспыхнула вспышка искрящегося золотого света. Часть золотых рун на костяном шипе также появились в воздухе поблизости, неуверенно колеблясь. Как только эти руны появились, из костяного шипа вырвался поток леденящий до костей зловещей ци. Текст золотой печати. Воскликнул Хань Ли в изумлении. В то же время из облака черной ци раздался ошеломленный голос. Божественное копье небесного наказания. Разница заключалась в том, что Хань Ли был просто шокирован, но в голосе из черной ци звучал шок и ужас. В голове Хань Ли пронеслось тысячи мыслей, но прежде, чем он смог понять, что происходит, внезапно развернулся неожиданный поворот событий. Золотой свет начал неустойчиво кружиться вокруг облака черной ци, после чего оно стало быстро сжиматься, а затем снова быстро увеличивалось. С глухим ударом облако черной ци само взорвалось, и возник угольно-черный ореол, отбросивший алые цепи. Бесчисленные полосы черного света мгновенно воспользовались этой возможностью, чтобы вырваться из этих цепей. В этой ужасной ситуации чудовищное лицо взорвало большую часть своей души, так что небольшая часть смогла сбежать. Однако тут же последовала невероятная сцена. Багровые цепи внезапно расплылись после того, как их оттолкнули, а затем превратились в несколько десятков багровых нитей, мгновенно взорвавшись. Каждая багровая нить пронзила полоску черного света с безошибочной точностью и невероятной скоростью. Все эти полосы черного света с мучительными воплями были вынуждены превратиться обратно в шары черной ци и в то же время были обездвижены в воздухе. Затем багровые нити сошлись и насильно собрали всю черную ци в одном месте, после чего они превратились в толстую багровую цепь, снова сковав облако черной ци. Сразу после этого костяной шип в руке зверя плачущей души полетел по воздуху в виде полоски золотого света. Он перемещался не так быстро, но облако черной ци было полностью обездвижено, поэтому оно не мог принять никаких мер уклонения. Внезапно из черной ци внезапно появилось незнакомое лицо. В отличие от белого чудовищного лица, это лицо было 5 разных цветов, а на лбу росла пара рогов. Все лицо было окутано шаром раскаленного малинового пламени, а в черных глазницах были 2 шара быстро вращающегося серебряного света, поражавшие смотрящего головокружительным ощущением. Чудовищное лицо было немного похоже на человеческое, но это было дьявольское лицо, подобного которому Хань Ли никогда раньше не видел. «Пожалуйста, пощади меня и останови этого зверя синя, уважаемый бессмертный. Я — часть души небесного дьявольского повелителя, и я готов подчиниться тебе и стать твоим дьявольским слугой». Дьявольское лицо было в полном отчаянии в этот момент и хваталось за последнюю каплю, которая, возможно, могла спасти ему жизнь. Небесный дьявольский повелитель. Хань Ли был очень удивлен, услышав это, и его соблазнило это предложение. Однако затем он бросил взгляд на зверя плачущей души, и он смог только смиренно вздохнуть. Зверь плачущей души полностью оборвал свою духовную связь с ним, и казалось, что все это время он действовал на чистом инстинкте, так как же он должен был контролировать его. Таким образом, дьявольское лицо могло только в отчаянии смотреть, как костяной шип пронзил его глобель, и из его колотой раны вырвался искрящийся золотой свет.
В следующее мгновение золотой свет окутал дьявольское лицо, которое мгновенно застыло, словно его превратили в камень. Дьявольское лицо с треском рассыпалось с золотой дырой в центре, распадаясь на бесчисленные пятицветные фрагменты, неподвижные в черной ци. Глаза зверя плачущей души загорелись, и он, холодно фыркнул, изгнал вспышку желтого света из своих больших ноздрей. Желтый свет устремился вперед, собирая черную ци и фрагменты дьявольского лица, а затем втянул все это обратно в пасть зверя плачущего зверя. После этого багровые цепи исчезли, и только что брошенный костяной шип внезапно снова появился на спине зверя плачущей души. Однако текст золотой печати на нем исчез, и исходящий от него черный свет также потускнел до такой степени, что его почти не существовало. К большому удивлению Ханьли, сразу после того, как он поглотил дьявольское лицо, в глазах зверя плачущей души исчез багровый свет, и он моргнул так, как будто не понимал, как он сюда попал, а затем упал на землю, полностью потеряв сознание. Слой черного света хлынул на его массивное тело, и он вернулся к форме маленькой черной обезьяны размером всего около фута. В то же время духовная связь Ханьли со зверем была восстановлена. Ханьли на мгновение запнулся, направив свое духовное чутье на маленькую обезьянку, был весьма шокирован, обнаружив, что энергия и духовное чутье зверя плачущей души были полностью истощены, как если бы оно только что выдержало жестокую битву в течение 3 дней и 3 ночей. Ханьли был сбит с толку этой ситуации и просто не мог понять, что только что произошло. Странная трансформация зверя плачущей души и заявление дьявольского лица о том, что это был фрагмент души небесного дьявольского повелителя, заставили его почувствовать себя весьма растерянным. Более того, тот факт, что дьявольское лицо, казалось, узнало зверя плачущей души и называло его зверь Син, только еще больше усугубил его недоумение. Однако он также осознавал, что сейчас не время искать ответы, поскольку внезапно черное пространство вокруг него начало раскалываться от сильных толчков. Луч белого света осветил это пространство, и Ханьли, осмотрев окружение, нахмурился, обнаружив, что эссенции истинного Кирина не было видно. Он резко взмахнул рукавом, спрятав зверя плачущей души, а затем покачнулся и исчез на месте. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули в воздухе на высоте нескольких тысяч футов над землей, и во вспышке лазурного света появился Ханьли. Внизу было серое лицо размером в несколько тысяч футов. На лице не хватало больших кусков, и оно быстро рушилось на ветру. Ханьли быстро осмотрел свое окружение сквозь прищуренные глаза и обнаружил, что Сюань-Сянь парила в воздухе на некотором расстоянии ниже него. Раньше она была полностью обездвижена, но теперь, похоже, она в порядке. Вокруг нее парило несколько мерцающих белых летающих сабель, и она смотрела на сцены, разворачивающиеся перед ее глазами, с выражением изумления на ее лице. Недалеко от нее стоял мужчина в серебряной броне, заложив руки за спину. Над его головой была проекция серебряного змея, и казалось, что они оба находятся в напряженном противостоянии. Сюань-Сянь глубоко вздохнула и спросила: «Брат Хан, вам удалось убить пещерного духа?» Мужчина в серебряной броне тоже оценивал его с намеком на недоумение в глазах. «Почему ты спрашиваешь? Неужели для вас двоих это так невероятно, что мне удалось убить эту штуку?» Равнодушно спросил Ханьли. Сюань-Сянь быстро пришла в себя и ответила с улыбкой: «Конечно, нет. Я просто трепещу, что вы смогли убить его так быстро, брат Хань». Ханьли просто улыбнулся, не давая никаких объяснений. В этот момент человек в серебряной броне внезапно спросил холодным голосом: «Раз ты убил пещерного духа, где эссенция истинного Кирина?» «Ты уже получил ее. Глава 1645. Бесполезные усилия. У Ханьли было спокойное выражение лица, и вместо того, чтобы ответить на вопрос человека, он спросил: «Мне действительно удалось убить пещерного духа, но ты знал, что овладела пещерным духом?» Сюань-Сянь и мужчина в серебряной броне слегка изменились в лице и переглянулись между собой, услышав его слова. После короткого молчания Сюань-Сянь спросил: «Не могли бы вы просветить нас, брат Хань?» Прежде чем пещерный дух умер, он объявил себя фрагментом души небесного дьявольского повелителя. «Вы двое знаете что-нибудь об этом?»
Небрежно спросил Хань Ли. Небесный дьявольский повелитель. Это невозможно. И Сюань-Сянь, и человек в серебряных доспехах воскликнули в унисон с изумлением и ужасом, отразившимися на их лицах. А, я впервые слышу об этом небесном дьявольском повелителе, но вы оба, кажется, хорошо знакомы с ним. Не могли бы вы рассказать мне? Хань Ли приподнял бровь и посмотрел прямо на них двоих. Выражение лица человека в серебряной броне потемнело, и он просто холодно хмыкнул, по-видимому, не намереваясь отвечать на вопрос Хань Ли. После недолгого колебания Сюань-Сянь объяснила: «Я надеюсь, что вы уже знаете, что такое небесный дьявольский монарх, брат Хань, небесный дьявольский повелитель, существо высшего ранга среди небесных дьявольских монархов. Они обладают бесчисленным множеством различных форм, и даже истинные духовные существа восприимчивы к ним во время их трансцендентности и трибуляции. Если бы они стали жертвами небесного дьявольского повелителя, они подверглись бы дьяволизации и превратились в марионеток. Даже истинные духи восприимчивы к ним». Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Не только истинные духи. Говорят, что даже бессмертные из мира истинных бессмертных могут быть подвергнуты дьяволизации небесным дьявольским властелином. Конечно, это всего лишь слухи, никто не смог подтвердить, правда ли это. Кстати, этим пещерным духом в самом деле овладел небесный дьявольский повелитель. С кривой улыбкой на лице объяснила Сюань-Сянь, и в конце она не удержалась и попросила подтверждения. Хань Ли, естественно, был ошеломлен информацией об этих небесных дьявольских повелителях, но он тут же возразил с неизменным выражением на лице: «Ты думаешь, я лгу тебе, фея Сянь?» Конечно, нет. Просто это довольно важный вопрос, и я хотела подтвердить это, просто чтобы убедиться, что я не ослышалась. Прежде чем Сюань-Сянь успела сказать что-то еще, мужчина в серебряной наконец заговорил. Я думаю, что он, скорее всего, говорит правду. Не только Хань Ли был весьма удивлен, услышав это, Сюань-Сянь также была весьма озадачена и спросила: «Что ты имеешь в виду, господин Даосист Гуй?» Ты не обманешь меня, притворившись тупицей. Не говори мне, что ты не заметила ничего странного в пещерном духе. Ты должна хорошо осознавать, что духи неба и земли, подобные этому истинному духу, не могут быть одержимы обычными существами, даже самими истинными духовными киринами. Вдобавок к этому, эта штука, скорее всего, говорила правду, утверждая, что она уже убила многих существ, подобных нам, холодно хмыкнул человек в серебряной броне. Даже в этом случае, как он узнал о пещере истинных духов и эссенции истинного кирина? Упрекнула Сюань-Сянь, покачав головой. Это довольно сложно предположить. Возможно, когда этот фрагмент души небесного дьявольского властелина пришел в наш мир, он непреднамеренно поглотил один из других 100 тысяч фрагментов души истинного духовного кирина, тем самым получив знание об этом месте. С другой стороны, возможно, это действительно просто совпадение, и он сначала наткнулся на этого пещерного духа, а затем, сожрав несколько других существ, узнал о секрете этой пещеры истинных духов. Мрачным голосом размышлял темным голосом человек в серебряной броне. Это похоже на правду, но мы можем узнать правду, не так ли? Если я правильно помню, все живые существа, которыми овладевали небесные дьявольские повелители, превращались в дьявольскую пыль. Пещерный дух — совершенно особенное существо, но и ему не удалось бы избежать этой участи. Говоря это, Сюань-Сянь посмотрела вниз. Хань Ли также посмотрел вниз с любопытным выражением лица и был потрясен, обнаружив, что внизу, где раньше было чудовищное лицо, появилась огромная куча черной пыли. Только приложив огромные усилия, Хань Ли сумел извлечь из кучи черной пыли легкое подобие чудовищного лица, и его губы невольно дернулись в ответ. Двое других, и, естественно, тоже видели все это. Сюань-Сянь лишь слегка вздохнула, а затем замолчала, в то время как человек в серебряной броне поднял руку и сделал хватательное движение вниз. Сгусток черной пыли мгновенно полетел к нему в виде струйки черного дыма, и он, внимательно осмотрев ее, наконец, спокойно пришел к заключению: нет никакой ошибки, это действительно дьявольская пыль. Похоже, что брат Хань сказал правду. Неудивительно, что с этим пещерным духом было так трудно справиться.
Мы двое невольно попали в ловушку небесного дьявольского повелителя и в результате чуть не погибли. Если подумать об этом, я действительно должна отблагодарить вас за спасение, брат Хан. Сюань-Сянь повернулась к Хань Ли с благодарной улыбкой. Нет нужды благодарить меня. Я смог убить этого дьявола только благодаря чистой удаче. В противном случае с способностями этого дьявольского властителя было бы очень трудно бороться. Губы Хань Ли невольно дернулись, вспоминая все, что он пережил в теле чудовищного лица, и в его сердце все еще был намек на страх. Конечно. К счастью, этот пещерный дух на самом деле не существо с материальным телом, поэтому фрагмент души дьявольского повелителя смог высвободить лишь небольшую часть своей силы через него. В противном случае справедливо было бы сказать, что небесные дьявольские повелители столь же могущественны, как и истинные бессмертные. Даже существом, одержимым всего одним из фрагментов его души, определенно было бы слишком страшным, чтобы противостоять им. Однако ты, скорее всего, нажил себе могущественного врага, господин Даосист Хань. Небесный дьявольский повелитель, которому принадлежит этот фрагмент души, будет искать мести, поэтому, если ты когда-нибудь дойдешь до точки, где сможешь подняться в мир истинных бессмертных, он, скорее всего, вернется, чтобы попытаться помешать тебе, сказал мужчина в броне, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Хе-хе, об этом еще рано думать, небрежно усмехнулся Хань Ли. Хорошо, раз уж мы с госпожой Сюань ответили на твои вопросы, пора поговорить об эссенции истинного Кирина, не так ли? Человек в серебряной броне холодно усмехнулся, сменив тему. Я не знаю, как выглядит эта эссенция истинного Кирина, но я определенно не видел ее в теле пещерного духа, кратко ответил Хань Ли. Выражение лица человека в серебряных доспехах сразу же стало мрачным от слова Хань Ли, и Сюань-Сянь также задумчиво нахмурилась. Как ни странно, никого из них не взбесило скептицизм его утверждения. При виде этого Хань Ли слегка прищурился. «Что вы думаете, господин Даосист Гуй?» Неожиданно спросила Сюань-Сянь с улыбкой на лице. «Я действительно не могу обнаружить ни намека на колебания эссенции истинного Кирина в теле господина Даосиста Ханя. Эссенция принадлежит самому истинному духовному Кирину, поэтому нас невозможно обмануть, используя какие-либо сокровища или ограничения, что означает, что он говорит правду. Однако ранее, когда мы сражались с пещерным духом, мы оба чувствовали эссенцию внутри его тела, ответил человек в серебряной броне. Это означает, что ты пришел к тому же выводу, что и я, господин Даосист Гуй. Услышав это, Сюань-Сянь сразу же побледнела. В самом деле, поскольку господин Даосист Хань не получил эссенцию истинного Кирина, она, должно быть, рассеялась и вернулась на Землю после смерти пещерного духа или вернулась в изначальную пещеру истинных духов, и единственный способ получить ее — это ждать, пока родится следующий пещерный дух, мрачно подтвердил человек в серебряной броне. В первом случае у нас нет шансов, но во втором случае нам придется подождать несколько сотен лет, сказала Сюань-Сянь с наигранным оптимизмом в голосе. В таком случае, есть ли способ узнать, что именно произошло? Спросил Хань Ли, скрестив руки на груди и погладив подбородок. Конечно, нет. Невозможно отследить эссенцию истинного Кирина независимо от того, что произошло, удрученно ответила Сюань-Сянь. Хань Ли тоже был очень разочарован ее словами. В конце концов, эта важная сила могла помочь ему достичь стадии интеграции тела. Но теперь, даже если эссенция истинного Кирина все еще существует, ему придется ждать несколько сотен лет, чтобы получить ее. Однако, хотя ни Сюань-Сянь, ни человек в серебряной броне, похоже, не лгали, но он, естественно, не собирался просто поверить им на слово. В его глазах вспыхнул синий свет, и, поднявшись в воздух, он высвободил свое духовное чутье обыскать область поблизости. Однако после тщательного осмотра местности в радиусе нескольких километров его поиск все еще оказался совершенно бесплодным, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как спуститься к Сюань-Сянь и мужчине в серебряной броне. При виде удрученного вида Хань Ли, Сюань-Сянь и человек в серебряной броне были еще больше уверены, что он говорил правду. Таким образом, все трое замолчали, погрузившись в свои мысли. Для Сюань-Сянь поездка закончилась полным провалом, и при этом она растратила несколько драгоценных сокровищ, так что по понятным причинам она была очень подавлена.
Человек в серебряных доспехах оставался относительно спокойным, но при этом думал о чем-то своем. Через некоторое время человек в серебряных доспехах, казалось, увидел лучшую сторону ситуации и внезапно усмехнулся. Хе-хе, похоже, эта поездка была напрасной. К счастью, у меня есть серебряный змей, так что я могу подождать еще несколько сотен лет. Ты серебряный змей, поэтому даже после столь долгого ожидания у тебя все еще есть шанс достичь ранга святой и выше. Если я буду ждать несколько столетий, даже если бы я смог получить эссенцию истинного Кирина, мне может не хватить времени, чтобы полностью ее усовершенствовать и использовать для своей культивации, вздохнула Сюаньсянь со сложным выражением лица. В таком случае, почему бы тебе не сдаться или не стать одним целым со мной? Внезапно предположил человек в серебряной броне, услышав это. Я определенно могу объединить свое духовное чутье с твоим. Если ты позволишь мне взять власть над сознанием, я сразу приму твое предложение, возразила Сюань-Сянь с мрачным выражением лица. Хм. Я пытался бросить тебе спасательный круг, но ты сама выбрала такой путь. В глазах человека в серебряной броне внезапно вспыхнул злобный свет, и он сжал кулаки, а из его тела начал сходить слабый запах крови. Сердце Сюань-Сянь слегка задрожало от этого, но она не отступила, сказав решительным голосом: «Как ты думаешь, сможешь ли ты сразиться со мной и братом Ханем одновременно, господин Дасист Гуй?» Холодный свет вспыхнул в глазах человека в серебряной броне, и он повернулся к Ханли, спросив: «Господин Дасист Хань, ты собираешься вмешаться? Если ты отступишь, я щедро награжу тебя».